Всем привет! Меня зовут Алина. Мы прилетели из России в Аргентину уже где-то 3 месяца назад. И сейчас я хочу вам рассказать про основные плюсы и минусы жизни в Буэнос-Айресе. Первый плюс, который мы здесь увидели, это то, что здесь очень добрые и отзывчивые люди. Они очень любят беременных, детей и собак. По поводу беременности, когда я была беременная, мне уступали место везде. То есть, например, заходишь в метро, и все просто вот так вот начинают раздвигать руками, кричать «беременная, беременная». Вот, люди вставали и уступали мне место. По поводу детей, тоже к Герману, так зовут сына, очень большое внимание, то есть прям вот подходят, когда выходишь из дома, постоянно люди подходят, начинают спрашивать, сколько месяцев, откуда мы приехали, короче, расспрашивают, а мы еще плохо знаем испанский, мы вообще его не знаем, так чуть-чуть научились тут уже разговаривать, но поначалу мы прям, даже не понимали, что они спрашивают, но люди подходят с улыбкой, то есть это всегда какое-то такое позитивное отношение. Мы там через переводчик что-то пытались общаться. Это, конечно, очень как-то нравится, и я не представляю, чтобы в России так подходили к деткам, а здесь прям постоянно это происходит. Еще один из плюсов Аргентины — это хорошая медицина. Я сюда, опять же, приехала беременная, но об этом я расскажу в каком-нибудь следующем видео. Но мне безумно понравилось, при том, что я рожала в бесплатном госпитале. Отношение ко мне было очень хорошее, мне понравилось все, как сделали врачи. С другими какими-то сферами я не сталкивалась в медицине, но, опять же, говорят, что тут все очень хорошо, типа на уровне американском или европейском. Следующим плюсом Аргентины является то, что это огромная страна. Здесь вы можете посетить как одни из самых больших водопадов Игуасу, также побывать на ледниках, побывать в Патагонии, увидеть Атлантический океан, увидеть горы Анды, побывать на горнолыжном курорте Барелочи. Короче, здесь огромный выбор для путешественников. И сам город Буэнос-Айрес, он очень большой, то есть тут можно исследовать все эти улочки, можно побывать в соседних провинциях. Вот мы недавно ездили в провинцию Тигре, нам там очень понравилось. Я даже думаю, что выпустим отдельный ролик про наше путешествие. То есть активностей много и очень интересно, конечно, для путешественников, тут прям рай. Еще один из плюсов Аргентины — это в том, что тут очень приятный климат, примерно как у нас в Сочи. Зимой тут редко опускается температура до 0 градусов. Лето, конечно, жаркое, но тоже не плюс 50. Я говорю именно про Буэнос-Айрес и соседние города. Но летом, например, многие уезжают к океану, куда-нибудь южнее, чтобы погода для них была более комфортная. В Аргентине очень недорогая и вкусная еда. Это аграрная страна, и тут очень хорошее качество продуктов. Мясо, вино, овощи, фрукты по сезону. Это то, что тут безумно вкусно. Вино здесь, например, стоит в 2-3 раза дешевле, чем в России. При этом, опять же, как мне говорят, что оно очень вкусное. Мясо — это то, что прям аргентинцы, наверное, возводят в культ. Практически около каждого дома есть барбекю, и кто-то готовит каждый день, кто-то собирается большой компанией и прям любят покупать мясо и готовить его. Еще один из плюсов Аргентины — это то, что тут есть большой выбор многоквартирных домов, в которых есть бассейны, прачечные, охрана, зоны для барбекю, коворкинги, собственно, в котором мы сейчас снимаем. Это обычные жилые дома, которые вот так вот можно снять, когда вы сюда приезжаете, и для меня это прям такой огромный плюс и что-то немножко удивительное по сравнению с тем, какие дома есть в России.
Еще один из плюсов — это то, что здесь есть бесплатное обучение для иммигрантов. Такие испано-английские школы, в которые ты можешь прийти и бесплатно изучать язык. Мне кажется, то, что это очень полезно и удобно для людей, которые приезжают с разных стран. То есть Аргентина прям, ну это в целом страна иммигрантов, и она добродушно настроена ко всем, кто сюда приезжает, и вот делает всякие такие полезности, чтобы нам тут было очень комфортно. Еще один из плюсов жизни в Аргентине — это если у вас есть удаленная работа, то жизнь вам тут будет очень комфортно. Например, если вы живете в Москве или в Санкт-Петербурге, то жизнь здесь для вас будет даже дешевле, чем в этих городах. А если вы живете в городе-миллионнике, то жизнь будет такая же комфортная, как и в вашем городе. Например, я работаю SMM-специалистом и оказываю консультации по ведению социальных сетей, а мой муж работает на сайтах фриланса, и также он работает фотографом и видеографом. Догадываетесь, да, кто меня сейчас снимает? Поэтому, если вам нужны какие-то наши услуги, то обращайтесь, мы с радостью вам поможем. Теперь перейдем к минусам Аргентины. Это в начале вы, когда сюда приедете, можете столкнуться с очень странными вещами, для нас непонятными. Если вы хотите взять сим-карту или карту СУБЭ, то это будет сделать достаточно проблематично. Еще один из минусов — это их график работы. Они могут работать там кто с 10 часов утра, кто с 12. Кафешки, рестораны многие начинают работать только там с 7-6 вечера, потому что вечером все выходят гулять. Либо, например, какие-то заведения или опять же кафе могут работать только там до 4 часов или не работать в обед, потому что у них маньяна. Вот. И еще они не работают в выходные. То есть вот в выходные все аргентинцы отдыхают. Это время, когда они занимаются спортом, гуляют в парках, куда-то выезжают. Это вот, скажем так, если тут жить, то мне кажется, это очень прикольно. Но когда ты только приезжаешь, и тебе нужно, да, там разобраться с квартирой, с тем, всем, что-то нужно постоянно делать, и мы как-то привыкли к движению, то, что у нас постоянно все работает. У них нет, они любят порелаксировать, поотдыхать. Еще один из минусов Аргентины — это в том, что эта страна очень далеко от России, и чтобы вам сюда попасть, нужно проделать путь в 13 тысяч километров, и это еще занимает много времени, то есть около дня у вас уйдет на то, чтобы сюда прилететь, много денег, опять же. Также, если вы хотите посетить Америку, Австралию, Европу, то это опять же занимает очень много времени. Но если вам кайф попутешествовать по Бразилии, Латинской Америке, то это единственное, что здесь находится близко. Еще один из минусов Аргентины — это в том, что они мало людей знают английский язык, они говорят на испанском языке, поэтому, когда мы сюда приехали без знания испанского языка, было, конечно, тяжеловато. То есть мы говорили с переводчиком, но опять же это такой минус, как бы мы приехали в эту страну, то есть странно, да, от них что-то требовать, чтобы они говорили на еще каком-то другом языке. Просто вот это то, что мы заметили. Еще один из минусов Аргентины — это то, что здесь распространены кражи. Если вы идете по улице и вот так вот снимаете себя на iPhone, или вы идете с цепочкой на шее, то есть такая большая вероятность, то, что у вас могут украсть телефон либо просто рядом пробегающий человек, либо мотоциклисты. То есть тут прям распространено воровство у мотоциклистов, поэтому нужно быть очень аккуратными со своими вещами.
Когда читаешь русскоязычные чатики, то там периодически у кого-то что-то воруют. Но с другой стороны, например, в плане именно безопасности, то есть вот какие-то насильственные действия, убийства, здесь такого гораздо меньше, чем в России. То есть воровство, да, а вот именно какие-то реальные угрозы для жизни тут гораздо меньше, потому что полиция работает очень хорошо. И вот в том районе, естественно, если вы живете в каком-то благоприятном районе. Мы живем в центре, и здесь прям постоянно ездит полиция, патрулирует наш район. Вот так. То есть в этом плане тут безопасно. И еще один из минусов — это то, что нет привычных для нас вещей и продуктов. Например, творог, сметана, вода типа Ессентуков. Вот такого здесь очень тяжело найти. Это только русские, опять же, которые уже сюда приехали, они начинают это делать и здесь продавать. То есть сырников в кафе мы тут уже не покушаем. И, например, здесь редко в квартирах есть стиральные машины. Душ, да, вот когда мы моемся, нет такого шланга, там просто стоит сверху такая, как, душевая, и ты не можешь ее никак снять и помыться. То есть вот какие-то такие странные мелочи, но это вот то, что мы заметили, когда сюда приехали. Также в плюсах я говорила по поводу того, что они очень любят собак. Это, конечно же, плюс, но это является и минусом для тех, у кого нет собак, потому что часто хозяева не убирают, и когда ты идешь по улочке, можно во что-нибудь мягенькое наступить, либо иногда в узких улочках, если дождь здесь идет достаточно редко, то присутствует определенный запах. Мы когда сюда приехали, мы прям удивились этому, то есть ходим, и бывают моментами, когда прям очень сильно воняет на самом деле. Еще один из минусов, с которым столкнулись именно мы, это то, что тут большинство поверхностей для пешеходов из брусчатки или из плитки. И когда мы ходим с коляской, это, конечно, не очень удобно, потому что часто очень коляску трясет, и приходится как-то обходить какие-то улицы, искать дорогу поровнее. То есть где-то бывает асфальт, но это бывает очень-очень редко. Но плюсом будет то, что здесь почти везде безбарьерная среда, то есть есть заезды для колясок. Это на самом деле очень удобно. И еще один из относительных минусов — это то, что сейчас идет большой поток эмигрантов не только с России, но и с стран СНГ. И за счет этого стоимость на жилье сейчас очень повышается. Вот, по сравнению с тем, сколько жилье стоило 2 года назад, сейчас, конечно же, оно дороже, и раньше было гораздо проще получить документы. То есть сейчас, да, тоже это возможно сделать, но дольше и чуть-чуть посложнее. Это основные плюсы и минусы, которые я заметила. Если у вас есть какие-то дополнения, или вы с чем-то согласны или не согласны, то обязательно пишите свои комментарии, я буду очень рада. Вот, всем пока-пока.